Всем привет, друзья, на связи Миша Чейз. Кто со мной еще не знаком, я давным-давно веду свой канал на YouTube, и первый видеоролик на тему, как зарабатывать на бинарных опционах, я закинул аж 3 года назад. И с того времени по сей день мы говорим исключительно о данной теме. Еще один важный момент. Возможно, у вас в голове уже возник вопрос, какого фига мы должны слушать тебя, Ара? Что ты вообще в этом понимаешь? Я очень давно торгую в плюс. Это можно увидеть на моем балансе. Но если вам этого мало и вы хотите, чтобы я, как прочие трейдеры, помахал перед вами деньгами, это несложно. Вот как бы они имеются, настоящие шуршащие красавчики. Первым делом нам нужно зарегаться у брокера, чтобы получить доступ к цифровой платформе, где мы будем рубить с вами капусту. Я лично торгую у брокера Pocket Options, ссылочка находится внизу в описании под этим видеороликом, если смотрите на YouTube. Если смотрите на сайте, то внизу там есть специальная кнопочка, смотрите ВКонтакте, ровно там же внизу есть ссылочка. Но вы можете почитать отзывы, пошариться на форумах, в общем выбрать себе брокера по вкусу. После того, как мы с вами зарегались, мы попадаем вот сюда на платформу, на совершенно неизведанную для себя среду обитания. Что от нас здесь требуется? Давайте сначала расскажу ключевой момент. Наша главная с вами задача — это дать верный прогноз касательно движения цены. То бишь верно спрогнозировать движение цены. Зацените, что здесь происходит. Я специально выбрал линейный график, на нем будет проще объяснить. Вот видите, эта точка шмаляет себе в хаотичном режиме. Вот это и есть движение цены. Она двигается в режиме онлайн. Наша с вами задача дать верный прогноз. Допустим, я вот здесь открываю сделку на повышение на 1 минуту. Время ровно так же мы можем здесь настраивать. Либо открыться на минуту, на 2 минуты. И в течение этой минуты, так как мы открыли сделку на минуту, нужно, чтобы эта точка оказалась выше вот этой линии. То есть, когда мы откроем сделку, у нас появляется точка открытия, вот она, и у нее будет точка закрытия. И вот к концу всего этого движника данный график должен оказаться наверху. Тогда мы с вами получим обещанные бабки. Что значит обещанные бабки? Смотрите, здесь имеются активы, валютные пары, криптовалюты, сырьевые товары, акции. Я чаще торгую на валютных парах. Здесь мы можем наблюдать у них доходность. Вот у каждого написано с самого большого к самому маленькому. Доходность — это заявленная прибыль, которую мы получим при нашем верном прогнозе. То бишь, смотрите, чтобы было все проще, объясню на пальцах. Если мы открываем сделку на $100, и наш прогноз оказывается правильный, не как сейчас, мы сейчас просрали денежку, то мы получаем заявленную прибыль. Вот здесь у нас заявленная прибыль по данному активу 90%. Соответственно, чистая наша прибыль составит $90. Если наш прогноз неверный, мы теряем те $100, которые ставили. Здесь на платформе минимальная сумма сделки $1. Далее, типы отображения графиков. Самый популярный, конечно, свечной. Этот, который использовали мы сейчас, линейный. Вот, в принципе, все, что от нас требуется. Дать верный прогноз. Казалось бы, все легко, что тут не угадать. Но ни в коем случае не относитесь к этой штуке как к казино и не пытайтесь просто угадать движение цены. Понятно, что здесь ровно так же все построено на вероятности, но существует масса инструментов, о которых мы говорим, которые помогают эту вашу вероятность, точнее процент вероятно прибыльных сделок, увеличить. Об этом мы, собственно говоря, и трещим постоянно на канале. Еще один важный момент. Когда вы зарегаетесь, у вас будет доступен демо-счет. Я сейчас открыл сделку на $1 на реальном счету. То есть изначально реальные финансы вам не нужны. И я не рекомендую сразу вливать сюда деньги. То есть вот демо-счет, виртуальные денежки, где вы сможете оттачивать свою технику торговли, набирать нужные навыки и уже в дальнейшем, после того, как у вас на демо будут залетать сделочки в плюс и соотношение ваших прибыльных сделок будет больше, чем убыточных, тогда уже можно подумать, только лишь подумать о реальных. Итак, перелетаем с вами на реальный счет и начинаем нашу торговлю. Существует два вида анализа: технический и фундаментальный. Сейчас я буду торговать с помощью технического анализа, с помощью индикатора. Что такое индикаторы? Они находятся вот здесь. Индикаторы — это такие штучки-дрючки со своим специфическим математическим расчетом, которые помогают нам предугадать направление цены. Мой один из любименьких — это индикатор RSI. Вот он здесь. Врубайте сюда плюсик. Углублять вас конкретно в настройки данного индикатора я сейчас не буду. Для этого есть другие видеоролики, где мы подробно говорим о различных индикаторах. Все, стандартные настройки оставляем. Мы его подключили. И вот у нас здесь внизу такая вот канитель появилась. Что здесь имеется? Линия, вот, которая идет здесь.
И, соответственно, две границы. Одна 70, другая 30. Вот это очень важные моменты. То есть две зоны. Как нам будет сигнализировать данный индикатор? Сейчас я перенесусь куда-нибудь вот сюда, вот условно здесь. Когда у нас вот эта линия скользящая, будем называть ее так, находится над отметкой 70 и начинает пересекать ее сверху вниз, это для нас является сигналом, что нужно открываться на понижение. Ну и соответственно, если у нас индикатор, ну-ка не глюч, вот скажем как здесь, начинает пересечение снизу вверх и вот так начинает двигаться, то мы открываемся на повышение. Вот и вся магия. Давайте сейчас я поищу хорошие сигнальчики, откроем несколько сделок, условно по $50, так как я уже торговую сессию свою отмотал. Вот у нас есть сигнал, что нужно открываться на повышение. Настройки, смотрите, у меня стоит М1, то есть каждая вот эта свечка равна 1 минуте. О свечках мы тоже чуть попозже более подробно поговорим. Время сделки я открыл на 1 минуту. Доходность по активу у меня 81%. Вот у меня был сигнал по индикатору. Ждем. Если вдруг сделка у меня оказывается убыточной, то я повышаю сумму сделки в 2,5 раза. Такой метод казиношный, да, то есть чтобы перекрыть свои убытки и выйти в плюс. Вот с какой целью это делается. Обо всем этом мы сейчас будем чуть позже говорить. Так, отлично, пока все хорошо залетает. Также в этом видеоролике мы с вами поговорим, как совладать со своими эмоциями, когда у вас будут убыточные сделки, а они неизбежны. Так, одну сделку мы затащили в плюс, давайте еще одну найдем, еще одну сделку откроем. Так, вот здесь есть пересечение, вот у нас произошло пересечение, открываемся на понижение, ровно действуем также. Если вдруг эта сделка окажется убыточной, находим другой сигнал и перекроем с помощью системы догона. То бишь я округлю, сделаю 200. Делаю 200, если эта сделка не зайдет. Заранее готовьте себя к тому, что убыточные сделки неизбежны. Поэтому очень важно грамотно рассчитывать свои финансы, свои возможности. Об этом мы поговорим. Пока у меня сделка там идет, я еще быстренько посмотрю какие-нибудь моменты интересные по нашему индикатору. Вот здесь сделка на повышение. Сразу перекрываю свою убыточную сделку на $200 на повышение. Вот у меня было пересечение. Индикатор — это такая штука, которая работает вспомогательно. То есть со временем, когда мы наберемся опыта, мы начнем уже читать вот эти графики. И индикатор, он будет давать нам некую подсказочку. То есть усиливать наш сигнал. Вот по какому принципу работают эти самые индикаторы. Та сделка у нас закрылась в минус, и вот сейчас мы с вами ждем завершения нашей второй сделки, где мы перекрылись. Мы открыли на $200. Ну, здесь 100% движение наверх. Это я вам гарантирую. Отлично, наша сделка закрылась в плюс. После того, как вы наторговали, используя данную торговую стратегию, и обязательно придерживайтесь тех рекомендаций, которые я вам дам дальше. Можно выводить деньги сразу, то есть профит, и оставлять на балансе те деньги, на которые вы торгуете. Вот, допустим, мой Kiwi кошелек. У меня в данный момент 67 рублей. Я сейчас обновлю страницу, чтобы вы не думали, что это скрины и всякое прочее. Вот, ничего не изменилось. Затем давайте мы выведем, скажем, ну не знаю, $50. Давайте на вывод поставим $50. Выбираем метод. Я буду выводить на Kiwi кошелек. Сумма 50. 50. Продолжить. Создаем заявочку на вывод. Запрос на вывод успешно отправлен. Теперь дожидаемся, пока денежки придут, и продолжим, уже перейдем к самому реально интересному. Мне на мобилу шмальнуло смс о том, что бабло прилетело. А вот и оно. Вот так вот. Ток. Смотрим. Панк. Обновляем страничку. Вот плюс Kiwi. 3717 по нынешнему курсу получилось $50. Мы, конечно, выводили суммы и ощутимее.
Еще один интересный момент касательно статуса профиля. Вот у меня стоит мастер, сейчас я перейду в уровни профиля и немножечко поясню вам за этот момент. В зависимости от того депозита, который у вас здесь, вы будете получать соответствующие бонусы. Вот перейдете в профиле, там уровень профиля, нажмете на него и попадете вот сюда, и здесь уже все плюсики, что там, какие фишки, приколюшки, плюшки здесь расписаны. Я вот на профиле мастер. Еще существует такая штука, как бонусы. Давайте я немножечко о них расскажу. Если вы смотрите данный видеоролик на сайте у меня, то нажав вот сюда, вы перейдете на регистрационную панельку, указываем почту, там условно собака bk.ru, назначаем пароль, галочка стоит, зарегистрироваться. Зарегались, и здесь сразу вам будет доступен бонус плюс 50% к депозиту от 50 баксов. Для чего он, как им пользоваться, сейчас я расскажу. Допустим, вот мы попали в платежку, там условно WebMoney. Вот, видите, здесь уже есть бонус. То есть, если вы закинете 50 баксов, то у вас будет еще плюс 25 баксов сверху. Эти бонусные средства потом можно выводить при достижении, вот здесь написано, бонус становится доступным для вывода, если сумма ваших сделок превысит 2500. То есть общий торговый оборот считается как убыточные сделки, так и прибыльные. Вот эти суммы сделок складываются, и у вас получается торговый оборот. Конечно, он космический, но суть в том, что этим бонусом можно воспользоваться в каком ключе. Если вы вдруг проводите убыточный день, у вас ваш полтинник тратится, у вас подключаются бонусные средства, ваши 25, и на них вы можете опять отработать и вернуться к своему депозиту, и это никак не мешает вам. В любой момент, когда вы захотите вывести деньги, вы можете это сделать. Этот бонус просто у вас сгорит, если вы не сделаете оборот. То есть он вам, в принципе, никак не мешает. Если вы смотрите этот видос на ютубе, то внизу в описании есть тоже промокод, который действует для всех. Кто уже зарегистрирован на платформе, кто нет, короче, для всех жителей, обитателей нашей прекрасной земли. Супер блиц важнейших рекомендаций для торговли бинарными опционами. Первое. Сразу настраивайте себя на то, что по-любому убыточные сделки будут. Убыточные сделки – часть нашего заработка. Следующий момент – это ваш психологический расслабон. Согласитесь, если у вас на депозите лежит 1000 баксов и вы условно открываете сделки по $1, то вам спокойней, нежели у вас на счету 10 баксов и вы открываете сделки по $1, у вас нету порога для убыточных сделок, вы постоянно в таком психологическом напряжении, это мешает торговле, я вам отвечаю. Не менее важный момент – быть постоянно погруженным в процесс. Я не говорю сейчас, что вы постоянно должны закидывать реальные деньги. Нет, постоянно торгуйте на демо, постоянно оттачивайте свою технику и навыки в торговле. Короче, будьте сфокусированы на этом и погружены. Ни в коем случае не вздумайте закидывать на бинарку деньги, которые вам жизненно необходимы. Используйте только те деньги, которые вы можете потенциально проиграть. Это ровно так же относится к психологии трейдинга, так как будет расслабончик, ну и естественно в дальнейшем не создаст вам проблемы в личной жизни, потому что если у вас висит кредит или что-то еще, вы эти кредитные деньги сейчас запихаете с надеждой по-быстренькому здесь поднять денег, то скорее всего вы их просрете. Ну и исходя из этого момента вытекает следующее. Не рассчитывайте на быстрый подъем финансов, рассчитывайте на долгосрочный заработок. Именно таким образом у вас получится зарабатывать баблишко. Постоянно будьте в процессе изучения. Чем больше вы будете знать торговых стратегий, тем легче вам будет подстраиваться под рынок. Потому что рынок под вас не будет подстраиваться. Он переменчив, и вы, обладая нужными знаниями и навыками, сможете подстраиваться. Быть как водичка, приобретать форму сосуда. Не будьте истеричны, не поддавайтесь панике, не злитесь, когда у вас не будут заходить сделки. Будьте эмоционально сдержаны, работайте над собой и учитесь совладать со своими эмоциями. И когда у вас будут такие эмоции в ходе ряда убыточных сделок, вы сможете их сдерживать. Поэтому про психологию и свое эмоциональное состояние мы ровно так же не забываем. На этом все, друзья. Я надеюсь, дал вам полезную информацию и этот видеоролик оказался вам полезен. Всем пока, удачи, обязательно торговли в плюс.